Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня не с узорчиком к вам, а сегодня вот с такой вот идеей связать закладку. Закладку для книжки, закладку для блокнота, закладку, возможно, для записной книжки и так далее, и так далее. Вяжется очень просто, очень легко, из любой пряжи. За один вечер вы можете связать их несколько штучек и себе, и на подарок, и так далее. Ну что, свяжем? Итак, начнем с ниточек. Ниточки вы можете брать совершенно любые, какие у вас есть. В моем случае я использовала вот такие ниточки, называются они Ярнард Бегония. Это у меня получается моточки в 50 граммах 169 метров. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. И советует производитель брать крючок 3,5 мм. Но я взяла крючок чуть поменьше, 3 миллиметра, так, и буду вязать непосредственно им. Вы, в свою очередь, точно так же берете пряжу, смотрите, какой вам советует крючок, чтобы у вас все получилось. Хотите поплотнее, берите крючок поменьше. Хотите, чтобы было более рыхлое вязание, берите крючок побольше. Ну что, свяжем? Итак, для начала делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считать не будем. Так, оп. Теперь я набираю 8 воздушных петелек. Повторяйте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далее смотрите, я возвращаюсь к самой первой петельке. Так, возвращаюсь. Вот, берусь за петельку, ввожу крючок, вытягиваю ниточку и получается эту же ниточку протягиваю через петельку на крючке. У меня получилось вот такое вот колечко. Теперь я буду провязывать в колечко столбики с накидом. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Накид. Ниточку беру с собой. Я буду сейчас ее ввязывать и прятать параллельно. Итак, нырнули в колечко. Провязываем столбик с накидом. Есть. 2 петельки, 2 петельки. Опять сюда столбик с накидом. Есть. И параллельно получается ваш кончик от вашей ниточки, видите, ввязывается, и его видно не будет. И вот так вот вы вяжете 21 столбик с накидом. Угу. 21 столбик. Получается, первые 3 петельки подъема, которые мы сделали, они тоже считаются за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. И так далее по кругу, по кругу, по кругу до 21 столбика. Хорошо? Сами справитесь? Давайте. Так, смотрите, вот наше колечко готово. Далее, как мы заканчиваем, получается, наш ряд? Мы не соединяем колечко, мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять ныряем в колечко, вытягиваем ниточку, эту же ниточку провязываем, получается, вот, оп, соединительная петелька. Угу. Далее, смотрите внимательно, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. И смотрите, делаем накид. Вот у нас были 3 воздушные петельки. Мы в самую первую воздушную петельку ныряем и в нее провязываем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька. Ныряем, смотрите, в верхушку следующего столбика и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Ныряем в верхушку следующего столбика и провязываем столбик с накидом. И так далее. Вяжем по кругу до, получается, конца нашего ряда. Угу, без изменений. Воздушная петелька и столбик. Столбик в столбик. Воздушная петелька, столбик в столбик. Договорились? Все, давайте самостоятельно по кругу до конца ряда. И здесь в конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш кружочек такой, да. Ну, не до конца мы его провязываем. Вот, вырос чуть-чуть, как мы заканчиваем наш ряд. Смотрите, мы делаем 2 накида, ныряем опять в центр нашего колечка, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это получается столбик с 2 накидами. Мы как бы выровняли высоту, да, вот именно наших 2 столбиков.
Далее смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И сейчас будем шагать вот по верхушкам наших столбиков. Итак, верхушка первого столбика, соединительная петелька. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Верхушка второго столбика. Угу. И опять соединительная петелька. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять к верхушке следующего столбика и провязываем соединительную петельку. Оп, понятно? Вот. И у вас получается как бы вот такой вот интересный, такие маленькие-маленькие арочки, которые придают интересный, так скажем, вид всему нашему колечку. Вот. И считаем. Раз, два, три, 4 столбика мы уже провязали. Надо 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И здесь я вас встречу. Договорились? Давайте. Дальше столбики самостоятельно. 12 столбиков. Так, смотрите, вот дошли мы, получается, до серединки. Так, вот такие вот наши интересные кружавчики, получается. Провязали 12 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А теперь мы делаем не 3 воздушные петельки, а 5 воздушных петель. Как бы серединка у нас будет выше. Раз, два, три, 4, 5. И переключаемся на следующий столбик, точно так же соединительная петелька. И дальше продолжаем все то же самое. Опять 3 воздушные петельки. Так. И переключаемся на следующий столбик. Оп. Вытянули ниточку и провязали соединительную петельку. И вот так вот до конца нашего ряда здесь я вас встречаю. Договорились? Все. И у нас получается центральная часть будет чуть-чуть повыше, чем все остальные. Все, давайте. Так, смотрите, вот такая красота у нас по итогу получается. Как мы заканчиваем наш ряд? Мы же не соединяем эти краешки. Смотрите, вот мы, получается, провязали последнюю нашу, так скажем, арочку. И теперь мы должны вернуться к основанию нашего, получается, кругляшочка. Предлагаю соединительными петельками пройтись вниз. Так, смотрите, по порядочку идем по каждой петельке. Петелька, вытянули ниточку, провязали, оп, следующая петелька, вытянули ниточку, провязали соединительной петелькой, оп, и все ближе-ближе шагаем к сердцевинке. Следующая петелька, вытянули ниточку, провязали соединительной петелькой и дальше идем непосредственно в центр. Оп, все, соединительная петелька. Теперь мы шагаем от центра. Нам необходимо сделать вот такую вот длинную как бы цепочечку. Я предлагаю сделать воздушных петель в количестве 50 штук. Ну, вы делаете, сколько вам будет удобно, больше, меньше. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот. Ну, допустим, в моем случае будет вот такой вот длинный закладочка, да? Все. Если вас все устраивает данная длина, то что мы делаем? Мы делаем как бы фиксирующую такую петельку и отрезаем нашу ниточку. Угу. Все. Дальше мы приступаем непосредственно к кисточке. Вот так вот. Подтянули. Видите? Все. И она уже у нас никуда не денется, не распутится и так далее. Вот. Первоначальный вид. Так. И здесь в конце кисточка. Угу. Так, смотрите, а теперь будем делать кисточку. Вот в конце нашей, получается, цепочки будет кисточка. Вы можете делать ее любой длины, любой толщины. Ну, я, например, возьму на длину 2 пальцев, да, ширина 2 пальцев, это будет моя длина. И, допустим, я намотаю, ну, 15 раз, да, вот такая будет, как бы, толщина моей кисточки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все. Теперь я, получается, ввожу в это колечко кончик своей цепочки и просто связываю. Так.
И просто получается, я сейчас свяжу так, чтобы у меня цепочка моя была очень туго привязана здесь. Угу. Сейчас свяжу и вам покажу. Так, вот смотрите, видите, я связала, да, с будущей моей кисточкой. И теперь я ниточки все отрезаю, которые, так скажем, мне уже не нужны. И, естественно, я разрезаю вот эту свои, получается, все вот эти ниточки, так, чтобы они у нас были уже похожи более-менее на кисточку. Итак, ровненько выровняли и все полностью отрезали. Потом мы подровняем кончики, то есть не страшно. Сейчас мы будем делать вот здесь перемычку, так скажем, на нашей кисточке, чтобы у нас все было красиво. Угу. Ниточку эту забираем с собой. Все вместе свяжем. Итак, продолжаем оформлять нашу кисточку. Для этого оставляем пока кисточку, берем ниточку. Смотрите, ниточка должна быть, ну, намного, так скажем, длиннее, да, если в сложенном состоянии, вот видите. Итак, берем одну часть нашей ниточки, прикладываем к будущей косичке, кончик должен быть подлиннее, просто нам, чтобы потом его не потерять. Вот таким образом приложили, держим крепко рукой. Теперь правой рукой создаем небольшую петельку из этой ниточки. Так, сейчас увидите зачем. Итак, петелька, прикладываем точно так же. Вот у нас петелька. Все вместе держим левой рукой. И теперь начинаем вот эту ниточку свободную обматывать вокруг нашей будущей кисточки. И мы в то же время обматываем и петельку. Видите? Вот так вот все вместе. Угу. Вот. Мотаем, мотаем, мотаем до конца длины нашей вот этой вот нашего кончика. Вот, допустим, остался, да? Вот. Мы протягиваем этот кончик в петельку. Угу. И теперь вот наш кончик торчит в петельке, а мы в свою очередь разворачиваем на себя кисточку. И помним, что у нас должна быть самая длинная ниточка. Вот, и мы начинаем за нее тянуть. Тянем, и в это время, видите, петелька у нас уменьшается. Петелька уменьшается, и она за собой потянет вот эту ниточку и зафиксирует. Поправляем, если есть необходимость. Так, чтобы было все четко, красиво. Оп. Вот, смотрите, и получается узелочек сформировался, и он спрятан за ниточками. Видите? Получается, мы сейчас можем под самый корень вот эту ниточку отрезать, потому что она уже зафиксировалась у нас. Мы мотали плотно. И в то же время мы, получается, вот здесь вот выравниваем полностью все наши вот эти вот ниточки. И длинную отрезаем, и коротенькие подравниваем. Наводим красоту. Так, вот. Наша кисточка готова. Как вам? Здорово? Здорово. Вот, по итогу у нас какая получается красота. Можно сразу же ее применять в закладочке. Угу. Угу. Смотрите, и по итогу у вас получаются вот такие вот интересные разноцветные закладки, которые вы можете сразу же, тут же и применить в любой из книжек. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новинках на канале. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.